Вообразите на мгновение залитый мягким послеполуденным солнцем первозданный лес, звенящая, почти осязаемая тишина. Вы неспешно идете по извилистой тропе, наслаждаясь запахом хвои. И вдруг где-то в непроницаемой чаще раздается сухой, резкий хруст ломающейся тяжелой ветки. А затем абсолютная, давящая, неестественная тишина, от которой холодеет кровь. В этот самый момент, пока вы замерли, пытаясь унять стук собственного сердца, зверь уже почуял вас за 30 километров. Ему уже известно о вас абсолютно все. Где именно вы стоите, затаив дыхание, сколько людей с вами находится, чем пахнет ваша одежда и даже что вы ели на завтрак много часов назад. А что вы знаете о нем? Скорее всего, ваши познания ограничиваются сказками из детства и парочкой стереотипов. Сегодня мы исправим эту грандиозную несправедливость. Вас ждут 100 невероятных, глубоких и научно подтвержденных фактов о самом харизматичном, пугающем и интеллектуальном хищнике нашей планеты. О животном, которое веками вселяло первобытный ужас и вызывало искренний религиозный восторг, которому поклонялись наши предки, вырезая его тотемы из дерева, и которое по сей день ставит в тупик мировое научное сообщество своими способностями. Обязательно досмотрите до конца. Где-то в середине нашего списка скрывается то, что навсегда, безвозвратно сломает ваши привычные стереотипы об этих удивительных созданиях. Факт первый. Несмотря на то, что медведи кажутся нам повсеместными хозяевами лесов, на всей планете существует лишь 8 уникальных видов. Бурый, белый, американский черный, барибал, азиатский черный, гималайский, очковый, малайский, губач и гигантская панда. Все они связаны древними родственными узами, уходящими корнями на миллионы лет назад. Но в процессе эволюции образ жизни, анатомия и гастрономические предпочтения каждого вида изменились до полной неузнаваемости. Они захватили самые разные биомы. От сверкающих арктических льдов до душных бамбуковых зарослей Азии. Факт второй. Их обоняние – это не просто хороший нюх, это абсолютная биологическая суперспособность, граничащая с магией. Медведь улавливает запахи на фантастическом расстоянии до 30 километров. Медвежий нос работает в 7 раз эффективнее носа натренированной ищейки. Область мозга, отвечающая за обработку запахов, у них невероятно велика. Теоретически этот зверь способен учуять забытый вами бутерброд, находясь на противоположном берегу огромного озера или за горным перевалом, анализируя молекулы запаха, принесенные малейшим дуновением ветра. Факт третий. Забудьте о стереотипной косолапости, неуклюжести и внешней грузности, которые мы привыкли видеть в мультфильмах. Это смертельно опасная иллюзия. В рывке бурый медведь, чья масса может превышать полтонны, разгоняется до 50 км в час. Для сравнения, легендарный Усейн Болт на пике своих человеческих возможностей на идеальном покрытии беговой дорожки выдавал 44 км в час. В забеге на выживание по пересеченной местности медведь оставил бы олимпийского чемпиона далеко позади, проламываясь сквозь кусты, как пущенный снаряд. Факт четвертый. Это настоящий природный парадокс, поражающий биологов. При колоссальном весе матери в 200, а то и 300 килограммов, новорожденный медвежонок появляется на свет совершенно крошечным. Он весит всего около 500 граммов, немногим больше пачки сливочного масла. Он слеп, глух и лишен шерсти. Это один из самых невероятных и разительных контрастов между размером взрослой особи и новорожденного в мире плацентарных млекопитающих. Эволюция пошла на этот шаг, потому что мать рожает в период спячки, когда она не ест, и ее организм просто не смог бы выносить крупный плод. Факт пятый. Зимняя спячка медведя – это не просто долгий сон. Это невероятный физиологический процесс на грани фантастики. Во время анабиоза сердцебиение огромного зверя падает до критических 4 ударов в минуту. Для сравнения, у человека в состоянии полного покоя – около 60. Дыхание тоже замирает. Всего 1-2 неглубоких вдоха за 60 секунд. Но самое удивительное, что это не глубокая кома. Медведь находится в состоянии готовности и способен мгновенно отреагировать на внешнюю угрозу, проснуться и атаковать прямо из берлоги, если почувствует чужака. Факт шестой. До 7-8 месяцев спячки зверь не ест, не пьет и, что самое удивительное, не испражняется. Никаких припрятанных в берлоге орешков или корешков, как у грызунов. Организм выживает исключительно за счет медленного сожжения собственных накопленных за осень жировых запасов.
Вся вода, необходимая для поддержания жизни, вырабатывается внутри тела в процессе расщепления жира, из-за чего к весне животное может потерять до трети своей внушительной массы, выходя из берлоги худым и голодным. Факт 7. Оптическая иллюзия бескрайней Арктики. Шерсть белого медведя лишь кажется нам белоснежной. На деле каждая отдельная шерстинка абсолютно прозрачна и представляет собой полую трубку, а кожа под этим роскошным мехом угольно-черная. Темная кожа жадно поглощает редкое солнечное тепло, а прозрачный ворс работает как оптоволокно, преломляя и рассеивая свет так, что наши глаза воспринимают это как ослепительно белый цвет, идеально сливающийся со снежными торосами. Факт 8. Печень властелина льдов – это концентрированный смертельный яд для человека. В ней накапливается такая колоссальная запредельная доза витамина А, ретинола, что съеденные всего 100 граммов вызовут тяжелейшее отравление, отслоение кожи, судороги и в большинстве случаев летальный исход. Ранние полярные исследователи усвоили это жестокое правило собственной кровью и жизнями, и сегодня эскимосы всегда сжигают или закапывают печень убитого белого медведя, чтобы ею не отравились даже ездовые собаки. Факт 9. В 2006 году в канадской Арктике опытный охотник добыл зверя, внешне похожего на белого медведя, но с необычными бурыми пятнами и странной формой морды. ДНК-тест поверг ученых в шок. Это оказался природный гибрид белого медведя и гризли. Исследователи дали ему составное имя Пизли от Полар и Гризли или Гроллар. Из-за катастрофического таяния ледников ареалы обитания двух непримиримых видов все чаще пересекаются, рождая новых, крайне агрессивных мутантов, способных жить как на льду, так и в тундре. Факт 10. Уровень их когнитивных способностей сопоставим с высшими человекообразными приматами. В 2012 году в зоопарке Окленда медведи играючи справлялись с тестами на сенсорных экранах. Они осмысленно сравнивали количество объектов, находили нужные визуальные образы и даже узнавали себя на фотографиях. С частью сложных логических задач они справились там, где шимпанзе, наши ближайшие родственники, потерпели полное фиаско. Признаюсь, это пробирает до мурашек. Мы привыкли видеть в них лишь гору мускулов, движимую инстинктами, но их разум поражает не меньше физической мощи. Факт 11. Титул абсолютного, неоспоримого тяжеловеса среди всех сухопутных хищников планеты принадлежит белому медведю. Средний взрослый самец весит от 400 до 700 килограммов. Но официальный рекордсмен, задокументированный биологами на Аляске, потянул на фантастические 1002 килограмма при длине тела почти в 3,5 метра. Представьте себе живое существо, масса которого превышает вес небольшого легкового автомобиля и которое при этом способно бесшумно красться по льду. Факт 12. На другом, противоположном конце размерного спектра находится миниатюрный малайский медведь, также известный как беруанг. В холке этот кроха достигает всего 70 сантиметров, а весит около 40-50 килограммов. Этот обитатель влажных тропических лесов Юго-Восточной Азии предпочитает проводить большую часть жизни в кронах деревьев, строя там гнезда из веток, подобно обезьянам, и питаясь фруктами и насекомыми. Факт 13. Относительно общих пропорций тела у медведей самый длинный, подвижный и функциональный язык среди всех известных хищников. У того же крошечного малайского медведя он достигает невероятных 25 сантиметров в длину. Словно живым липким щупом он виртуозно выуживает им сладкий дикий мед из глубоких ульев, не обращая внимания на укусы пчел, и достает жирных личинок термитов из узких щелей под корой тропических деревьев. Факт 14. Вопреки репутации свирепых убийц, большинство медведей – убежденные всеядные оппортунисты. В сезонный пик созревания растений до 90% их ежедневного меню составляет вегетарианская пища – сочная трава, коренья, орехи, грибы и ягоды. Мясо занимает гораздо меньшую долю в их рационе, чем рисует наше воображение. Для них гораздо выгоднее потратить часы на поедание калорийной черники, чем тратить драгоценную энергию на погоню за быстрым оленем, рискуя получить травму копытом. Факт 15. В отличие от грациозных кошачьих, медвежьи когти не втягиваются в подушечки лап. Они растут на протяжении всей жизни, постепенно стачиваясь, и работают как универсальный сверхпрочный швейцарский нож выживальщика. Когти используются для рыхления мерзлой земли, стремительного лазания по отвесным стволам, ювелирной рыбалки и, конечно же, для смертоносной защиты. У взрослого бурого медведя эти кератиновые кинжалы вырастают до 10 до 12 сантиметров в длину, пробивая любую броню. Факт 16. Вода для них
абсолютно родная. Вторая стихия. Бурый медведь играючи переплывает бурные горные реки шириной в несколько километров, а белый и вовсе рожден для открытого океана. Официальный рекорд заплыва без единой остановки для отдыха, выхода на сушу или льдину принадлежит белой медведице. Она преодолела немыслимые 650 километров от побережья Аляски до боковых льдов. Это абсолютный рекорд выносливости среди всех сухопутных млекопитающих Земли. Факт 16,5. Маленькое, но шокирующее уточнение, от которого сжимается сердце. Тот самый марафонский, рекордный заплыв длился 9 полных суток в ледяной воде открытого моря. Ученые непрерывно следили за самкой по датчикам GPS ошейника. За время этого адского испытания она потеряла 22% массы своего тела и, к огромному сожалению биологов, своего годовалого детеныша, который не выдержал штормов. Эта глубоко трагичная история обнажает катастрофическое, отчаянное положение полярных медведей из-за глобального потепления и исчезновения льдов. Факт 17. Анатомия белого медведя идеально заточена под океан. Его передние лапы эволюционировали в некое подобие огромных ластов. Между пальцами имеются плотные кожистые перепонки, позволяющие мощно, как пламя, грести в ледяной воде. А благодаря толстому слою подкожного жира и специальному секрету, смазывающему шерсть, вода мгновенно скатывается с нее. Выходя на ледяной торос после многочасового заплыва при минусовой температуре, хищник остается практически сухим, избегая обморожения. Факт 18. Зверь, внезапно встающий на задние лапы в лесу, представляет собой колоссальное зрелище. В таком положении он может возвышаться на высоту 3 метров, закрывая собой солнце. Но, вопреки киношным штампам и страшным историям, медведь делает это вовсе не для атаки. Такая поза – это просто исследовательский интерес, способ расширить кругозор, заглянуть поверх высокой травы или лучше поймать интересующий запах по потокам ветра. Атакует медведь всегда на 4 лапах, прижав уши к голове. Факт 19. Зрение – не самая сильная и острая сторона их чувств, оно уступает обонянию и слуху. Зато, в отличие от подавляющего большинства других млекопитающих, они видят мир в цвете. Для крупных хищников это настоящая эволюционная редкость. Цветовое восприятие жизненно необходимо им в лесу, чтобы на фоне зеленой листвы безошибочно находить самые спелые, ярко-красные ягоды или отличать съедобные плоды от ядовитых. Факт 20. Зато слух развит безупречно и работает как высокочувствительный радар. Медвежье ухо фильтрует звуки примерно в 2 раза острее и чище человеческого, позволяя улавливать легчайший шорох потенциальной добычи, треск ветки под ногой туриста или писк мыши-полевки через густую чащу на огромных расстояниях, недоступных нашему восприятию. А теперь сделайте паузу на секунду. Напишите прямо сейчас в комментариях, доводилось ли вам когда-нибудь встречать медведя в дикой природе, в походе или хотя бы наблюдать за этим гигантом в зоопарке. Мне безумно интересно узнать, у многих ли из вас был такой волнующий, а возможно, и пугающий опыт живого контакта. Факт 21. Деревья в дремучем лесу – это их локальная социальная сеть, доска объявлений. Медведи метят территорию, оставляя глубокие задиры когтями и следы зубов на стволах сосен и елей. Формула предельно проста. Чем выше оставлена царапина, тем крупнее, выше и опаснее автор послания. Другие медведи, проходя мимо, внимательно обнюхивают и визуально читают эти метки как недвусмысленное предупреждение. Здесь полноправный хозяин я, оцени мой рост и подумай, стоит ли соваться на мой участок. Факт 22. Готовясь к долгой и суровой зиме, бурый медведь погружается в особое физиологическое состояние – гиперфагию. Это стадия маниакального неконтролируемого обжорства, диктуемая гормонами. В этот период он может непрерывно питаться по 20 часов в сутки, поглощая до 20 тысяч калорий ежедневно. Это позволяет ему накидывать до 45 килограммов чистейшего энергетически ценного жира всего за несколько осенних недель. Факт 23. Апартаменты для долгого сна, берлогу, медведь выбирает с умом инженера. Это может быть естественная скальная расщелина, глубоко выкопанная нора под корнями огромного вывернутого дерева или непроходимый завал из бурелома. Внутри он заботливо стелет мягкую изолирующую перину из сухого мха, листьев и елового лапника. А самый хитрый и опытный зверь ложится в подготовленную берлогу только с началом обильного снегопада, чтобы белая пелена надежно, без следов скрыла его жилище от охотников и других хищников. Факт 24. Процесс появления новой жизни скрыт под снегом.
Роды проходят прямо во время глубокой зимней спячки. Медведица находится в состоянии своеобразной полудремы и практически не просыпается от боли. Крошечные, слепые, голые детеныши, ведомые инстинктом, сами находят в кромешной темноте путь к теплому животу матери, присасываются к молочным железам и начинают активно расти на питательном молоке, пока вокруг берлоги бушуют январские вьюги. Факт 25. Природа наделила медведиц поразительным механизмом выживания – отложенным материнством. В науке это называется латентная фаза беременности. Оплодотворенная еще летом яйцеклетка не прикрепляется к стенке матки и замирает, не развиваясь, до тех пор, пока самка глубокой осенью не уйдет в спячку. Умный организм сканирует свои ресурсы. Если осень выдалась голодной и жира критически мало для двоих, беременность прерывается сама собой, рассасываясь без вреда ради спасения жизни взрослой самки. Факт 26. Медведица – абсолютная, бескомпромиссная мать-одиночка тайги. Самцы не просто игнорируют процессы воспитания и защиты потомства, они представляют для него главную и самую страшную смертельную угрозу. При случайной встрече крупный доминантный самец инстинктивно может убить и съесть чужих медвежат, чтобы самка снова вошла в период течки. Именно поэтому мать яростно прячет малышей в самых непролазных чащах, вдали от медвежьих троп, и готова драться насмерть с любым гигантом. Факт 27. Медвежье детство – это долгая, сложная и полная опасностей школа выживания. Малыши ходят за матерью буквально по пятам от 1,5 до 3-4 лет, в зависимости от конкретного вида. Это годы интенсивных ежедневных тренировок. Они наблюдают и запоминают, как правильно раскапывать коренья, где искать муравейники, как строить теплую берлогу, как ловить рыбу и, главное, от кого нужно бежать на дерево без оглядки. Факт 28. Они обладают доказанным нумерическим мышлением, грубо говоря, они умеют считать. Строгие лабораторные эксперименты зоопсихологов доказали, что медведи способны визуально оценивать и сравнивать группы предметов на экранах, безошибочно выбирая ту, где элементов больше. У большинства диких животных такой абстрактный аналитический навык полностью отсутствует, что ставит медведей на одну ступень с дельфинами и воронами. Факт 29. Их долгосрочная память феноменальна и порой пугает исследователей. Медведь хранит в голове детальную, топографически точную карту своей огромной территории. Он помнит каждый рыбный перекат на реке, каждую щедрую ягодную поляну, графики созревания плодов. Более того, они запоминают лица конкретных людей и источники угрозы. Биологи фиксировали, что испуганный выстрелом или капканом зверь будет обходить это злополучное ущелье или тропу годами, выстраивая новые маршруты. Факт 30. Инструментальное поведение. Вершина эволюции интеллекта. Бурые медведи способны использовать подручные орудия труда. Научно задокументированы случаи, когда хищник брал в лапы тяжелый камень или толстую палку, чтобы бросить их в установленный охотником капкан. Металлическая челюсть безопасно захлопывалась, и медведь спокойно забирал приманку, не получив ни царапины. Признаюсь честно, когда я впервые читал про этот медвежий интеллект, мне пришлось перепроверять данные по десятку академических источников. Трудно поверить, что символ слепой, первобытной ярости способен на многоходовые аналитические операции. Факт 31. Они учатся не только на своих ошибках, но и через внимательное наблюдение за другими видами. В популярных национальных парках США, например, в Йосемите, хитрые барибалы часами, скрывшись в кустах, следили за туристами. Они запоминали, как люди отщелкивают сложные карабины и замки на противомедвежьих пищевых контейнерах, а затем ночью филигранно повторяли эти же сложные движения своими огромными когтями, добираясь до припасов. Факт 32. Очаровательная большая панда – единственный медведь в мире, ставший абсолютным монодиетиком. До 99% ее жизни состоит из бесконечного, монотонного поедания стеблей и листьев бамбука. Парадокс кроется в том, что ее желудочно-кишечный тракт остался коротким кишечником хищника. Он не имеет сложных камер, как у коровы, и крайне плохо эффективно переваривает жесткую целлюлозу растений. Чтобы просто не умереть с голоду от нехватки калорий, этому черно-белому увольню приходится жевать до 14 часов в сутки, поглощая от 12 до 30 килограммов бамбука ежедневно. Факт 33. И да, несмотря на странный рацион и внешность, панды – это стопроцентные настоящие медведи.
Десятилетиями биологи всего мира ломали копья в спорах, пытаясь классифицировать их, записывая то в гигантские еноты, то выделяя в отдельное уникальное семейство. Лишь глубокий молекулярно-генетический анализ, проведенный в конце 20 века, поставил жирную окончательную точку в этом научном детективе. Панда уверенно принадлежит к древней ветви семейства медвежьих. Факт 34. Новорожденный детеныш гигантской панды при появлении на свет легче своей огромной матери почти в 900 раз. Это абсолютный рекорд весовой диспропорции между матерью и младенцем среди всех млекопитающих нашей планеты. Слепой розовый малыш весит жалкие от 90 до 130 граммов и по размерам не превышает обычное среднее яблоко или кусок мыла, находясь в полной зависимости от осторожности неуклюжей родительницы. Факт 35. С точки зрения сухой научной классификации и международного права, белые медведи – это морские млекопитающие, стоящие в одном ряду с китами, моржами и дельфинами. Их латинское академическое имя Ursus maritimus буквально так и переводится – «морской медведь». Дело в том, что суша для них – лишь временное пристанище, а подавляющую часть своей жизни, охоты и спаривания они проводят на дрейфующих морских льдах или плавая в ледяной толще вод Северного Ледовитого океана. Факт 36. Разрушим главный миф из детских мультфильмов. Белые медведи никогда ни при каких обстоятельствах не охотятся на пингвинов. Почему? Разгадка кроется в географии. Их разделяет весь земной шар. Пингвины – эндемики южного полушария, живущие в Антарктике. А белые медведи – безраздельные владыки северного полушария, обитающие исключительно в Арктике. В дикой природе эти животные не пересекутся никогда. Разве что на страницах комиксов. Факт 37. К слову, об Арктике. Само это слово происходит от древнегреческого «арктос», что означает не холод, не лед, а именно медведь. Весь гигантский северный регион назван в честь полярной звезды, сияющей в знаменитом созвездии Большой Медведицы, которая веками указывала путь мореплавателям на север. Получается удивительная тавтология. Арктический медвежий медведь живет на холодной земле, названной в честь его звездного брата на ночном небе. Факт 38. Лапы полярного медведя – это шедевр биоинженерии, оснащенный встроенной зимней резиной. На широких подушечках лап расположены тысячи микроскопических жестких роговых бугорков – папилл. Они работают как шипы противоскольжения, предотвращая падение огромного зверя на гладком, как стекло, льду. А между пальцами задних и передних лап густо растет жесткая шерсть, обеспечивая дополнительное трение и бесшумность шага при скрадывании добычи. Факт 39. Медведь-губач, обитающий на полуострове Индостан, в ходе эволюции изобрел мощнейший биологический вакуумный пылесос. Чтобы добыть свой главный деликатес, спрятавшихся глубоко в термитнике насекомых, он разрушает когтями твердую корку земли, плотно смыкает специальные клапаны на ноздрях, чтобы туда не залезли кусачие термиты, вытягивает голые губы длинной трубочкой и с колоссальной силой всасывает насекомых сквозь щель, образованную отсутствующими от природы двумя верхними резцами. Звук этого жадного всасывания разносится по ночным джунглям на сотни метров вокруг. Факт 40. Очковый медведь – Тримарктос. Уникальный вид-одиночка, единственный представитель всего медвежьего семейства, сумевший покорить просторы Южной Америки. Он живет в туманных, труднопроходимых лесах на склонах Анд, забираясь на головокружительную высоту до 4500 метров над уровнем моря. Свое забавное название он получил за характерные светлые кольца шерсти вокруг глаз, образующие подобие очков. Самое удивительное, что этот светлый узор абсолютно уникален для каждой особи, в точности как дактилоскопические отпечатки человеческих пальцев, что помогает ученым идентифицировать их по фотоловушкам. Кстати, у меня для вас есть небольшая загадка на эрудицию. Как вы думаете, опираясь на логику или знания, у какого из медведей самое феноменальное мощное обоняние? У полярного белого, у классического бурого или, может быть, у североамериканского гризли? Пишите свои смелые варианты в комментарии прямо сейчас. А правильный, научно подтвержденный ответ я раскрою в самом конце нашего путешествия по медвежьему миру. Факт 41. Американский черный медведь или барибал – великий мастер маскировки, который часто нарушает свое собственное видовое название. В западных, более засушливых и солнечных частях США
и Канады бродят барибалы не угольно-черные, а коричневые, ярко-рыжие цвета корицы и даже редкие кремово-белые. Такая мутация – это эволюционная адаптация к открытым ландшафтам. Светлая шуба помогает им не перегреваться под палящим солнцем на открытых лугах и лучше маскироваться среди высохшей осенней травы. Факт 42. Азиатского черного медведя, гималайского поэта и жителей гор часто романтично называют лунным медведем. Все дело в невероятно контрастном ярком бело-желтом пятне на смоляной груди, которое по форме напоминает идеальный полумесяц или латинскую букву фета. Этот гибкий древолаз населяет огромные территории. От лесистых гор Ирана, через Гималаи, до российского Приморья и японских островов. Факт 43. Они гениальные безжалостные рыбаки. На реках Камчатки и Аляски, когда начинается массовый ход тихоокеанского лосося на нерест, бурые медведи выходят на мелководье, превращаясь в живые машины по добыче белка. Они выхватывают стремительную рыбу прямо на лету из водопадов зубами, прижимают лапами ко дну или загоняют на отмеле. Настоящие медведи-гурманы при абсолютном изобилии рыбы начинают капризничать. Они отлавливают только икряных самок, сдирают питательную кожу, выедают жирные мозги и икру, а сотни килограммов оставшейся мышечной массы просто бросают гнить на берегах. Факт 44. На тех самых рыбных реках суровые территориальные медведи-одиночки вынужденно подавляют свою агрессию и становятся терпимыми социальными животными. Образуется строгая, но молчаливая иерархия без формирования стаи. Лучшие самые рыбные позиции у порогов и водопадов оккупируют огромные, покрытые шрамами самцы-доминанты. Молодняк, подростки и самки с медвежатами скромно и незаметно рыбачат ниже по течению, стараясь не попадаться гигантам на глаза и подбирая объедки. Факт 45. Сами того не ведая, медведи работают главными агрономами дикого леса. Поймав лосося, медведь часто утаскивает трепыхающуюся рыбу в глубокую чащу, иногда за от 200 до 300 метров от воды, чтобы съесть в спокойной обстановке, подальше от конкурентов. Разлагающиеся рыбьи костяки и остатки трапезы работают как мощнейшее концентрированное азотное и фосфорное удобрение. Ученые провели изотопный анализ и доказали шокирующий факт. Древние деревья, растущие вокруг таких медвежьих столовых, впитывают морской азот и растут в несколько раз быстрее своих собратьев. Лес буквально состоит из плоти океанских рыб, принесенной медведями. Факт 46. В состоянии зимней спячки медвежья физиология творит настоящие чудеса регенерации. Животное не ходит в туалет по малой и большой нужде долгие месяцы. Токсичные отходы жизнедеятельности, мочевина, которые убили бы человека за неделю, не отравляют организм зверя. Специальные бактерии в кишечнике медведя расщепляют мочевину, а организм забирает освободившийся азот и строит из него новые аминокислоты и белки. Прямо сейчас передовая мировая медицина расшифровывает их ДНК, надеясь найти там революционное лекарство для лечения почечной недостаточности у людей, чтобы избавить миллионы пациентов от изнурительного диализа. Факт 47. Месяцы абсолютной неподвижности в тесной берлоге не превращают медведя в ослабленного инвалида. Его мышечная масса за время сна почти не атрофируется, хотя он не делает ни одного шага. У человека при длительном постельном режиме мышцы стремительно деградируют. Медвежий же организм умеет включать генетические механизмы защиты мышечных волокон. Если биоинженерам удастся скопировать этот феномен, это станет спасением для парализованных людей, космонавтов во время полетов на Марс и пациентов после тяжелых травм. Факт 48. То же самое космическое чудо происходит и со скелетом хищника. У человека, лишенного гравитационной и физической нагрузки на ноги, кости начинают терять кальций уже через пару недель, становясь хрупкими. Медвежий же скелет весной сохраняет ту же монолитную железную плотность, что и осенью. Разгадка этого ферментативного механизма восстановления костной ткани – это главный святой грааль современной геронтологии и ключ к окончательной победе над старческим остеопорозом. Факт 49. Их зимняя спячка – это не глубокий ледяной анабиоз, как у ежей, сусликов или лягушек, чье тело охлаждается почти до нуля, а скорее хитрый режим умного энергосбережения, который ученые называют торпором. Температура массивного тела медведя падает всего на несколько градусов, оставаясь на достаточно высоком уровне около 31 до 35 градусов Цельсия. Именно эта теплая температура позволяет им мгновенно просыпаться, защищать берлогу и рожать живых детенышей среди зимы. Факт 50. В жестоких условиях дикой природы, где царят болезни, травмы и голод,
Их век ограничен в среднем от 25 до 30 годами. Но в заботливых руках зоопарков и реабилитационных центров, получая ветеринарную помощь, они живут гораздо дольше. Абсолютный задокументированный рекордсмен среди бурых медведей – греческий красавец по имени Андреас, проживший в просторном вольере заповедника невероятные полвека – 50 лет. А точный возраст дикого зверя биологи высчитывают после его смерти по микроскопическим годовым кольцам на поперечном срезе корня зуба, словно читая кольца на пне спиленного дерева. И вот наш экватор пройден. Обещаю вам, дальше ставки будут только расти, а факты станут еще более удивительными. Факт 51. Именно Россия является гордой мировой столицей бурых медведей. По бескрайним таежным массивам от Карелии до Камчатки бродит колоссальная армия. От 100 тысяч до 120 тысяч особей. Для понимания истинных масштабов этого величия, во всех сохранившихся лесах густонаселенной Европы, без учета РФ, их наберется едва ли 15 тысяч, разбросанных мелкими популяциями. Факт 52. Элита, гвардия бурых медведей, живет на Камчатском полуострове и Аляске. Регулярное белковое изобилие в виде жирного лосося позволило местным самцам раскачаться до чудовищных 600-700 килограммов. Встав на задние лапы, такой исполин достигает 3 метров. По своим физическим габаритам и мощи они вплотную приблизились к размерам белых полярных медведей, являясь одними из самых массивных и опасных наземных хищников нашей планеты. Факт 53. В Сибири, на Сахалине и Дальнем Востоке визиты косолапых в человеческие города и поселки – это не байки из интернета, а суровая, порой трагичная проза жизни. Главная причина – феноменальный нюх зверя и наша человеческая беспечность. Запах пищевых отходов из открытых мусорных контейнеров и несанкционированных свалок работает для них как непреодолимый магнит, ежегодно провоцируя десятки опаснейших столкновений людей с медведями, которых приходится отгонять полиции и охотникам. Факт 54. Самый страшный, леденящий душу ночной кошмар зимней тайги – это медведь-шатун. Это зверь, который по каким-то причинам – неурожай, орехов болезнь, старые раны. Не смог накопить нужный слой подкожного жира и не лег спать, либо был поднят из теплой берлоги выстрелом браконьера или шумом лесозаготовительной техники. Голодный, обмороженный, истощенный и безумный от боли, шатун теряет всякий природный страх перед человеком. В этом состоянии агонии он воспринимает абсолютно все живое на своем пути исключительно как спасительную еду. Встреча с ним зимой – это всегда смертельный риск. Факт 55. Парадоксально, но здоровый, сытый медведь в дикой природе панически боится человека и старается ретироваться задолго до визуального контакта, услышав ваш смех или шаги. Почти 90% трагических нападений происходит не из-за агрессии, а из-за фатального стечения обстоятельств и сюрприза. Вы тихо шли против ветра и неожиданно вышли на самку с малышами. Срабатывает инстинкт защиты. Вы испугали спящего в кустах зверя, вы оказались между медведем и его добычей, или вы загнали раненого хищника в угол, не оставив ему пути к отступлению. Факт 56. Золотое, написанное кровью правило выживания, встретив медведя на тропе, никогда, ни при каких обстоятельствах не бегите. Бег ментально переключает тумблер в мозгу хищника, включая древний инстинкт преследования добычи, а убежать от машины, несущейся со скоростью 50 км в час, физически невозможно. Главная тактика – казаться больше, не проявлять агрессии, говорить низким, монотонным, уверенным голосом, чтобы он понял, что вы человек, а не дичь. Медленно и плавно пятиться назад по диагонали, не отрывая от зверя взгляда. В подавляющем большинстве случаев медведь постоит на задних лапах, оценит вас, хрюкнет и спокойно уйдет в лес. Факт 57. А вот белый полярный медведь – это ужасающее исключение из всех правил безопасности. Это единственный вид медведя на Земле, для которого одинокий человек на льдине – это не источник опасности, а просто еще одна странно пахнущая и медленная разновидность тюленя. То есть законная, вкусная добыча. Если бурый медведь атакует от страха, неожиданности или защищая территорию, то белый медведь начинает методично, хладнокровно скрадывать человека и атакует исключительно из гастрономического интереса. Задобрить его невозможно. Факт 58. Суровые хозяева Арктики – просто маниакальные чистюли.
На тщательное отмывание белой шерсти от тюленьей крови и жира после каждой трапезы уходит от 15 до 20 минут ежедневно. Летом они плещутся в полыньях, а зимой ожесточенно трутся мордой и боками о жесткий снег. Это не вопрос эстетики. Это вопрос жизни и смерти. Слипшийся грязный мех моментально теряет свои уникальные теплоизоляционные свойства, что в условиях арктической зимы при минус 50 градусах с ураганным ветром означает верную гибель от переохлаждения. Факт 59. Белые ныряльщики – великолепные фридайверы океана. Они могут спокойно задерживать дыхание и охотиться под водой на целые 2-3 минуты, погружаясь на солидную глубину. Такую выносливость им обеспечивает гигантский, адаптивный объем легких, способность критически замедлять пульс при контакте лица с ледяной водой и высочайшая концентрация особого кислородсвязывающего белка, миоглобина, в мышцах, который питает ткани, пока зверь не дышит. Факт 60. Их знаменитая охота у нерпичьих лунок на толстом льду – это мастер-класс по дзен-буддизму и выдержке. Медведь находит дыхательное отверстие во льду и может лежать возле него долгими часами, замерев, как мраморная статуя, не шевеля ни единым мускулом, закрыв лапой черный нос. Он терпеливо ждет, когда нерпа вынырнет за порцией свежего воздуха. Одно мгновение. Один молниеносный сокрушительный удар когтистой лапы весом в пуд, и череп жертвы проломлен, а туша вытащена на лед. Это триумф идеального ожидания. Факт 61. Медведи обладают развитой теорией разума и способны на хитрый, осознанный обман. Это поведение требует понимания того, что другое существо чего-то не знает. Например, если медведь нашел вкусную тушу мертвого оленя, но краем глаза заметил поблизости более крупного и сильного конкурента, он сделает вид, что ничего не видел. Он равнодушно понюхает цветок, пройдет мимо тайника, удалится в лес, дождется, пока доминантный самец уйдет, а затем ночью тайком вернется по своим же следам за законным трофеем. Факт 62. В отличие от подавляющего большинства других грозных хищников, волков-тигров, медведи сохраняют удивительную потребность в играх до самой глубокой старости. Многосоткилограммовые, покрытые шрамами гиганты могут часами дурачиться в речном потоке. Они плещутся, подбрасывают коряги в воздух, комично толкаются грудью и валяются на спине, задрав лапы. Биологи утверждают, что игра взрослых особей, лишенная практической, охотничьей цели, это ярчайший маркер высочайшего интеллекта и сложной эмоциональной жизни. Факт 63. Вокализы и крики маленьких медвежат пугающие, до мурашек похожи на истеричный плач человеческого младенца. Пронзительные высокие рыдания потерявшегося в лесу или испуганного малыша пробирают до костей и трогают за душу любого, кто это слышит. Совершенно не случайно, что именно этот зверь с его пухлыми щеками и детским плачем подсознательно стал прототипом самой популярной мягкой игрушки всех времен, дарящей детям чувство уюта. Факт 64. Знаменитый на весь мир плюшевый Тедди получил свое имя не просто так, а в честь 26-го президента С.Ш.А. Теодора Тедди Рузвельта. Исторический случай произошел в 1902 году. Президент прибыл на охоту, но удача отвернулась от него. Чтобы угодить политику, егеря загнали собаками, избили и привязали к дереву черного медведя, предложив Рузвельту выстрелить. Президент возмутился и наотрез отказался убивать беззащитное животное, назвав это бесчестием и позором для охотника. Газетчики разнесли эту историю, нарисовали умилительные карикатуры, и предприимчивые нью-йоркские дельцы тут же наладили массовый выпуск мягких медвежат Тедди, создав индустрию на миллиарды долларов. Факт 65. В славянском фольклоре и мифологии этот зверь внушал такой глубокий священный трепет, что его истинное древнее европейское имя было строжайшим языковым табу. Его нельзя было произносить вслух, чтобы не навлечь беду и не призвать духа леса в деревню. Знакомое нам слово «медведь» – это всего лишь эвфемизм, безопасный псевдоним-заменитель, который буквально расшифровывается как «медведь». Тот, кто ведает, знает, где находится мед. Настоящее имя зверя затерлось в веках и забылось навсегда. Факт 66. У суровых скандинавов и викингов существовала элитная устрашающая каста воинов – берсерки. Перед битвой они входили в неконтролируемый боевой транс, часто с помощью отваров из мухоморов, кусали края своих щитов, не чувствовали боли и крушили врагов голыми руками. Само древнескандинавское слово «берсеркер» переводится как «медвежья шкура» или «одетый как медведь». Воины верили, что в бою они буквально сливаются с духом зверя.
А медведь был для северных народов абсолютным символом неукротимой ярости и первобытной мощи. Факт 67. Лингвисты и историки предполагают, что имя легендарного предводителя бриттов короля Артура напрямую происходит от древнекельтского корня «арт», означающего «медведя», созвучно с греческим «арктос». Артур – это король-медведь, защитник земель. Да и многие другие популярные имена несут в себе косолапый след. Бьорн у скандинавов, Бернард у германцев, женское имя Урсула у римлян. Все они буквально означают «медведь» или «медвежонок», наделяя носителя силой тотема. Факт 68. Мировая геральдика просто обожает медведей. По одной из самых популярных, хоть и оспариваемых лингвистами, версий, название столицы Германии – Берлин прямо указывает на немецкое слово «бер» – «медведь». Черный косолапый гордо красуется на гербе города. Кроме Берлина, медведь изображен на флагах и гербах Мадрида, швейцарского Берна, десятков российских областей и городов, от Ярославля до Хабаровска, и американского штата Калифорния. Факт 69. Задолго до появления интернета и мемов, еще с 15-16 веков, европейские картографы и карикатуристы начали регулярно изображать загадочную огромную Московию, а затем и Российскую империю, в образе грозного, непредсказуемого медведя. Со временем сами русские не только не обиделись на этот западный стереотип, но и с удовольствием переняли его, сделав образ могучего, спящего зимой, но страшного в гневе лесного хозяина поводом для национального единения и гордости. Факт 70. Очень темная и печальная страница их совместной с нами истории – это многовековая цирковая эксплуатация. На Руси так называемые медведчики с поводырями веками водили зверей с пробитыми кольцом носами по ярмаркам на потеху толпе. Современные зоозащитники по всему миру бьют обоснованную тревогу и добиваются запретов на такие шоу. Ведь дрессура крупных хищников зачастую идет рука об руку с жестокостью, избиениями и содержанием в тесных клетках-карцерах. Признаюсь откровенно, я понимаю обе стороны этого сложного морального спора. Но одно остается бесспорным фактом. Медведь, который по воле судьбы вырос среди людей с раннего детства, демонстрирует такие поразительные, немыслимые способности к социальной адаптации, эмпатии и взаимодействию, какие не снятся ни одной дикой кошке. Факт 71. Выросшие в семье людей, особи обладают невероятно высоким социальным интеллектом, ломающим инстинкты хищника. Ярчайший пример – знаменитый российский медведь Степан, которого трехмесячным слепым сиротой нашли в лесу. Он живет в семье подмосковных дрессировщиков с 1996 года, уже почти 30 лет. Степан весит 350 килограммов, снимается в большом кино, послушно позирует фотографом, смотрит телевизор с хозяевами на диване, аккуратно берет еду с рук и за всю жизнь не проявил ни капли немотивированной агрессии, став полноценным добродушным членом семьи. Факт 72. Криминальные таланты гризли поражают смотрителей Йеллоустонского национального парка в США.